Друзья, всем привет! Я сегодня решила снять влог. Предыдущие дни я была морально убита. Сейчас более-менее начала себя отвлекать. Хочу начать влог с большой благодарности девочкам, которые задонатили в помощь моему каналу. И я даже выписала на бумажку Асташ Татьяна, вот эти девчонки, которые задонатили. Огромное вам спасибо. Шевцова Марина, Власюк Светлана, Савчук Инна, также Ангелина. Я вас крепко обнимаю. Большое спасибо. Также большое спасибо всем, кто пишет хорошие, приятные слова поддержки, вообще слова в комментариях. И, конечно же, за ваши подсказки, то, что мне нужно и полезно знать в будущем и сейчас, тоже огромное спасибо. Может, как-то чуть-чуть неправильно фамилию назвала, не Асташ, а Осташ. Вы извиняйте, вот, с этим иногда проблемы бывают. Крепко обнимаю вас, девчонки, огромное вам спасибо. А я сегодня решила заняться немножко уборкой, отвлечь себя. И вы знаете, вроде как получилось. Короче, я решила убрать эту полку, это просто, ну, как бы пылесборник, тем более здесь будет стоять кроватка, скорее всего. Плюс, возможно, переклею обои. Так как, ну, она на самом деле неустойчивая. Я хочу ее отдать маме, потому что у нее классно под камин подойдет, и можно, допустим, вот эту среднюю полку не прикручивать и поставить цветы классные. Вот, ну, у нее пол, понятное дело, ровнее, поэтому она будет более устойчивая. Ну, а так полка как стеллаж для цветов будет просто идеально. Вы же помните, у меня тут всякое стояло, свечечки маленькие, это все, ну, пыль собирала. Мне оно не нужно. Эти вот коробки я пока оставлю. Здесь кое-что повыбрасываем. Вот это вот сейчас задыхаюсь. Гарнир вот это вот тоже, скорее всего, выброшу. Хоть и жалко, очень классная штука, но не знаю до сих пор, куда ее применить. Вот, Юрка делает зеркало. У меня вилка поломалась. И так, знаете, еще странно поломалась. Ну, само по себе, я знаю, материалы здесь очень дешевые, потому что зеркало недорогое было. Ну, короче, как-то так поломалось. Вот, он сейчас делает мне. И мама заказала комодик. Нашла хороший такой, знаете, с откидной полочкой. Я потом покажу, специально пеленатором. Вот, бэушный, но очень хороший, красивый. И я думаю, что он пригодится, потому что девочки пишут, что он, в принципе, нужен. Нужен, потому что удобно, когда все под рукой, а не просто по отдельности стоит, да, и ребенка туда-сюда не таскаешь. То есть одно место, где и будет, вот отодвинул верхнюю полку, там будет, точнее, ящичек, да, там как раз будет все для обработки вообще пупочка, ребеночка, там ватные диски и все такое. Ниже там могут быть вещи. Так что, думаю, пригодится. Ага, вот Юрка паяет. Это канифоль. Мне так пахнет, девочки, не могу. Юра говорит, давайте, может, дать полизать ее. Очень пахнет так. Ну, вкусно. Не, ну тут что-нибудь совсем уже. Что, у меня еще есть Новое? новое вообще. Спасибо. Вот. И нечаянно в пластмассу въехала этим паяльником, и мне пластмасса плавленная так запахла, я не могу. Я в носочках. Там мне свекровь связала вот такие носочки, чопики. Конечно, супер генеральная уборка у меня не вышла, потому что мне нужно было помыть, почистить пылесос. У нас там есть фильтр специальный, который моется, и когда он чистый, он больше уши сосет, понятное дело. Поэтому я как раз, ну, так вот попылесосила слегка, помыла, сейчас он высохнет, и уже, скорее всего, завтра продолжу уже чисто по полу, да, буду мыть полы и все такое. Очень тяжело. У меня сегодня ночью, после всех этих новостей, которые я просто окутали, кто в Инстаграме, я знаю, что большая ваша часть там, вы видите, что я читаю, что я вижу. Конечно, я стараюсь абстрагироваться, вы знаете, но от этого никуда не уйдешь, не убежишь сейчас в наше время. Поэтому у меня сегодня всю ночь я толком не спала, заснула только под утро. Еще было темно, с включенным светом. У меня уже бзик, я не могу спать в темноте. Вот. И к тому же всю ночь практически у меня были тренировочные схватки. Очень так, ну, я вам скажу, не то, что оно не больно, оно непонятно, просто твердел, отпускал, твердел, отпускал. И магний я, конечно же, пила, и все
С врачом связалась, сказала, что ничего страшного, как раз в таком сроке тренировочные схватки бывают. Сегодня мне было как-то особенно сложно, но предыдущие ночи тоже, кстати, я уже не могу спать спокойно из-за того, что малыш сам себе уже подрос. Я не тонкошкурая кожа, понимаете, у меня кожа очень толстая, плотная такая, поэтому я не растягиваюсь так, как, наверное, быстро нужно растягиваться моему животу. Из-за того, что малыш вырос внутри, у меня очень сильно сама кожа натянута. И когда я ложусь на бок, он тяжелый уже, переваливается, тянет за собой всю кожу мою, придавливая, сдавливая ребра. И когда я стараюсь перевернуться на другую сторону, думаю, ну все, кто был беременен, с этим знакомы. На другую сторону она тоже под весом. Короче, так он умастится себе на правом боку, допустим. Тут я решила на левый бок. И все наоборот, и он пытается умаститься по-другому. Короче, ну, очень любопытно и интересно, конечно, за этим всем наблюдать. Вот, но тяжко. Ничего, переживем, доживем, доходим. Вот, и уже подготавливаемся, конечно, вовсю, в плане морально уже. Имена уже разные присматриваем. У нас есть в списке 5 имен. Вот я хотела, чтобы, знаете, судить список, чтобы было, допустим, 5 имен, когда он родится, на него посмотреть и его назвать, понятное дело. Сегодня мы еще выходили в магазин. Погода, конечно, не очень. Мы вышли на улицу, у нас такое, знаете, мокрое летает, вот. Это жесткий такой снег твердый, и при этом кустики распускаются уже все. У нас скоро совсем будет весна. Что там тузик? Там тузик? Не знаю, сейчас посмотрим. Нема, гуляет. Нету, гуляет Не, гуляет. тузик. Ну, корми. Воды, блин, надо было бы взять. Воды, я думаю, он сейчас найдет. Да? Да. Я ему печенька взяла в будку кинуть. О, Зайдет, надо было а и там- шоколадку еще кинуть А там ему. сюрприз. А там сюрприз. Нельзя сладкая собака. Тузик в порядке вообще в полном. Собакам сладкое нельзя. И это Этой собаке можно сладкое. да. И ложку, что ему ставишь. Не, просто лоточек один дома вот такой, не такой. И, Праздничный. ну, почти праздничный. Вот. Да. Не надо. А вон мышка там выглянула только что. Да? Ну, убежала уже, конечно. Сейчас они... Мыши тут на стреме. Такое, хоть с кем-то. Как-то. Горячее еще, только-только сварила. Ну, мышкам сейчас понравится. Да, мышей тут полно. Сколько? А вот и Тузик пришел. Привет, Тузик. Как дела твои? Иди, тебе там хавчик дают. Иди. Иди. Опа, и Тузик тут. Привет, ну горячее очень. Ну, он потерпит. Привет. Очень горячее, что делать? А Тузик с этим, с маркером. Очень На ухе. горячее, подожди. Блин. Да он разберется, ну что он же не дурак. Я тебе знаешь, что я тебе печеньку дала тут? На, одну печеньку пока. О, видишь? Все. Все, печенька в порядке. Пока Перекус, кушай. Блин, горячее там я дала. Что ж. Ну, так оно остынет сейчас. Но он поймет, что оно горячее? Нет, он сейчас сожрет и офигеет. Ну что ты переживаешь? Тузина. Да? Да. Все круто. Это пока. Пошел чавкать. Не посматривать. Посматривай. Еще я кормила собачку, еще вот каша осталась. Я стараюсь кормить через день, потому что я не одна кормлю. Конечно, приятно, когда она встречает тебя, махая хвостиком, уже знает, что ты пришла к ней с добротой. Вот хотя раньше на меня вообще никак не реагировала. Ну а сейчас я хочу приготовить пирожки, потому что, несмотря на то, что я пополнила организм железом и всем остальным, я все равно хочу булку, выпечку, именно свежий домашний пирожок. Это не потому, что что-то не хватает в моем теле, в организме, а потому что я хочу пожрать пирожка. Вот, поэтому я купила яблоки. У нас дешевые такие яблоки, завезли 13 гривен килограмм. Вот, сейчас порежу, сделаю тесто. Вот я боюсь, я очень давно не готовила на пирожки тесто, вообще очень давно. Я покупала готовое в Арусе, вот. А сейчас хочу приготовить
получится, не получится. Рецептов много разных. Вот. Сейчас найду и сделаю. Не получится, так и быть. Мне кажется, что я и такое съем. Я нашла рецепт теста довольно простого и быстрого. Здесь 2 желтка, молоко, соль, ванильный сахар и, в принципе, все. А здесь тоже чуть-чуть молока и дрожжи. Уже пеночка, видите, шапочка появилась. Сейчас буду добавлять это все вот сюда. И 500 грамм муки просеяла. Я думаю, хватит муки. Из начинки я сделала яблоко. И у меня здесь в морозилке оставалось, боже, не черника, а голубика. Я крахмалом немножко ее, потом сахар буду добавлять в пирожки. Вот. Сейчас, пока тесто поднимается, пойдем посмотрим одну серию сериала. Ну как, тут тесто поднялось? О, класс, смотри. Девочки, кстати, мне написали, что у беременной тесто получается хорошее всегда. Поэтому, да, блин, это капец. Раньше это все дрожжи, наверное, все-таки, потому что раньше мне дрожжевое никогда не получалось. Супер. Может и правда у беременных лучше выходит. Сейчас будем лепить. Пахнет. Скажи. Я лепила как могла, я лепила сильно, залепливала. Уже потекли, яблоко уже потекло. Пофиг, я и так буду отдирать от противни и есть, потому что очень хочется пирожка. Вот, пораскрывались, ничего страшного. Это с яблоком у меня 2 ряда, а это у меня с голубикой. Вот. Яйцом помазала, как пиццу не забыла. Про пиццу вообще забыла яйцом помазать, короче. Сейчас буду ставить. Неужели получились? Вы посмотрите, какие даже ровненькие. Хотя изначально, ну, на вид были они не очень. И тесто получилось прям вообще. Ну, я еще не пробовала, конечно. С голубика потекла, яблоко потекло. Но я люблю, когда, знаете, в пирожках вот потечет и поджарится немножко. Яйцом помазала. Все. Будем пробовать. Что я могу сказать? Тесто, именно то тесто, которое я искала очень давно. Я, в принципе, экспериментировала раньше с тестом, но Юра говорит, ты так, ну, делала, пирожки готовила, но он не знал, что я делала из готового теста, который в Арусе продавался. Значит, у меня вот эти пирожки, это из пачка от соседнего, короче, получились они полностью как на заводе. Вот вы, наверное, думали, что я шутила, на самом деле проходила практику на заводе, поэтому... пирожки теста, я помню, они были дешевые и очень-очень вкусные, особенно с яблоком. И я вам оставлю рецепт под видео, думаю, будет полезно. Я оставлю ссылку на видео, девочка там подробно рассказывает, я как раз по этому рецепту готовила, и ей заодно будет, я думаю, приятно то, что я поделилась с вами. Вот, и вы более подробно это увидите, чем просто читать. Так что я довольна, тесто получилось, и будем дальше готовить пирожки. Вот. Когда захочется. Я делала и сладкие, у меня и с яблоком, и с голубикой. С голубикой не очень сладкие получились. Вот, и очень много голубики в пирожках. То есть само тесто, чтобы вы понимали, вот я такое люблю, оно не толстое. Я знаю, бабушки бывает делают, когда много-много муки, тесто именно оно такое все, ну... как сказать, ну такое... Смачное. Смачное, да. Но я имею в виду, когда много теста, а начинки не очень много. Знаете, такое толстое тесто. А это тоненькое, очень нежное, вкусное. Поэтому рецепт мне понравился, буду готовить. Так что, ребят, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, поддерживайте видео. Пишите, кстати, в комментариях любимый рецепт своего любимого теста. Может, кто-то еще что-то возьмет на заметку. Всем пока.